Алло. Во, вот так должно работать. А вот, собственно, и я. Всем привет, дорогие друзья. Канал Арсус. Меня зовут Тал. Мы с вами очень поздно, но все-таки начинаем проходить ивент в Genshin Impact. Ивент, который, по сути, был слит еще в 3.2, получается. Подождите. Или в 3.3, по-моему. Короче, не суть. Он был слит во время праздника морских фонарей. Суть этого ивента в том, что Хутао с Венти собираются записывать новое литературное произведение. Они собираются написать. Давайте посмотрим, что у них из этого получится. Всем приятного просмотра. И давайте, собственно, начинать. Так. А чё мы не грузимся? Грузись, давай. Ту-ту-ту-ту. Что ж такое-то опять? Так. Снова здорово, что ли? Так, ну пока тут у нас идет... А, вот, все. Отлично. Что-то было не то с настройками, видимо. Не знаю, что было с настройками, но допустим. Значит, пока он проверяет, я вам так скажу, что у меня тут из-за некоторых технических проблем не получилось провести стрим во вторник. Вот, вчера у нас с вами не было трансляции, потому что по средам они у нас с вами редко, как вы помните, да? Соответственно, у нас с вами завтра, скорее всего, будет не Genshin, а Forza Horizon. Продолжение банкета. Ну, а выходные там посмотрим. Вот. Плюс, как я говорил на прошлой неделе, я тут вышел из отпуска на этой неделе, поэтому пока приходится обратно въезжать одновременно в канал и работу. Ну, это не так уж и сложно. Поехали. Так, мне надо переехать сразу в верхний... Куда собрался? Да что ж ты делаешь-то опять? О, нормас. Я сразу скажу, что я ничего не знаю вообще об этом ивенте. Я никого не смотрел, кто уже прошел. Мне абсолютно ничего не известно, что тут вообще было, что тут не было. То есть... Поэтому сейчас посмотрим. Как бы мне интересно, насколько Бухарь, во что этот Бухарь втянет. О, да. That's pretty cool. Wonder what occasions brought them together. Let's ask around and see if we can find out. Now, we just need a major transport hub where lots of travelers trade info. Preferably one that's high up with a great line of sight. Oh, got it! Launch you in! Come on, let's go! Итак, поэзия вот.
Есть еще бомбические приключения Додока, но я их не проходил. Я вообще ивентами не занимался. Итак, поэзия вот. Давайте, собственно, начинать. По-моему, именно она же, да, дает. Ну, поехали. Я искренне надеюсь, что в этот раз мы обойдемся без кринж-рэпа, как это было в прошлом разе. Потому что кринж-рэп от Синьяни Футао, это... Блин, это до сих пор я забыть не могу, мне кажется. О, Вентис Хутау. Здорово, здорово, ребята. Looks like you're having fun. What's the occasion this time? Oh, do I spy a traveler and a Paimon? We were just talking about you. This is more serendipitous than finding Mora after face planting on the road. Что-то это как-то мало похоже, по-моему, на голос Хутао, но допустим. It's been too long. I'll bet you have some thrilling new tales from your journey to fill me in on. I can see it in your eyes. Excellent! I knew I could count on you. Ну, Барду же нечего рассказывать, сами понимаете. What were you talking about before we got here? Something fun? Or something delicious? О, We were talking about one certain traveler and how two's company but three's a crowd as the inseparable duo tour around Tibet, making 4 friends here and 5 more there, often at 6s and 7s as they brave the lakes and seas, collecting pieces of 8 and countless other treasures. They clearly must have 9 lives. Wink, wink. Let's hope they have less than 10 deaths. знаете, в чем проблема стихов? В том, что когда вы их переводите на другой язык, у вас теряется стихотворная форма. Вот здесь это как раз тот самый случай. Единственная игра, которая этого избежала, это Child of Light, по-моему, она называлась. Но там чисто из-за того, что переводчикам сказали переводить как стихи, они и переводили в стихотворную форму. Раз путешественник, 2 дружная компания, 3 толпа в моем понимании. Ну, я понял. Типа, раз стручок, 2 стручок, опять веник. Я понял. What the? It just gets worse and worse. Shortly, Okay. you may attend a grand banquet at Stone Gate. All will be dressed to the nines for majestic food and fine wines. And after 8 long drinks and 7 shorts, they'll each write 6 lines 5 times. You've been to all 4 corners of the world, so in 3 short seconds, can you guess from these 2 stanzas of 1 speech each what this event is about? Каждый это стихоплет, что напишет по 6 строк, что споет по 5 куплетов под аккорд 4 нот. Странствовали вы по свету, а теперь прошу ответьте. 3 секунды угадайте, в 2 словах проговорите, в 1 голос прокричите. Что за праздник нас все ждет? It's a poetry gala, and Mondstadt and Leo are О, hosting так it это together. реранж, что ли, ивента 1.6 получается. Если мне память не изменяет, в 1.6 был такой ивент. Но я про него смотрел только у Маумару, по-моему, я у него смотрел. Do you still remember the promise I made to the distinguished director who here during the Lantern Rite? Я буквально 5 минут назад объяснял вам, о чем речь. Oh, something about writing poetry together? Да. Я просто абсолютно забыл на That's стриме right. разрабов, At кстати. the dinner table that night, I just knew this young bard was a rare talent with exceptional taste. You know, it's rare to encounter such a kindred spirit. Юный Барт горит. Он такой же юный, как и я, вино. Я не могу просто с этого... Юный Барт. Что? Ладно, я сегодня попробую не душнить на диалоге And Геншин. now, I've finally seized the chance to collaborate. It took me much trekking across the land to petition Eugene Terrace and contact the Knights of Favonius, but eventually, in the spirit of friendship and poetry sharing, I managed to successfully organize the neighboring nation's congenial poetry gala. Я сейчас, знаете, себя поймал на какой мысли? А почему только 2 страны?
Окей, я понимаю, почему они сейчас не делают, ну, как бы с Фонтейном, да, потому что Фонтейн официально полностью не вышел. А почему вы... Что-то... Ну ладно, допустим. Окей. A weird name. Все нормально название? Liua's poetry is known far and wide, and Mondstadt is the city of wine and song. With 2 nations teaming up, it'll be double the fun, and a great chance for people from both places to get to know one another. Ну чё, кто пойдет Пушкина воскрешать? Hutao and I will be the co-hosts for this poetry gala. Of course, I haven't studied the various forms and formalities of Liyue poetry for very long, so please forgive my dreadful performance just now. Ты это неудачной попыткой называешь? Венти, все хорошо. Ты молодец, правда. Not at all, Venti. You followed my lead most excellently. Тут согласен абсолютно. Отличная импровизация получилась. You flatter me. О, все вы барды такие застенчивые. Well, this sounds like fun. Let's get involved. Oh, Paimon, sure you'll be amazing. Remember that time in Liyue when Paimon gave you the first half of a couplet? Wind rises, winds never churn. You came up with the second half right away. Вот этот момент я что-то не помню. В долине Паймон подкинула тебе первую строчку, а ты сразу сочинила продолжение. Oh, looks like someone's got a knack for this. Perhaps we'll have to raise the difficulty a little. Удачи. All right, so basically you guys are here to discuss the activities for the poetry gala, right? Oh, looks like little Paimon's brain has gained a wrinkle or two. You guessed it so effortlessly, but you still guessed it wrong. Huh? Wait, Paimon guessed wrong? We came here hoping to invite a special guest. Сяо. I already told you, I'm not going. Здорово, бандит. Xiao, you're here too! Естественно, они за ним и пришли. Never having penned a verse myself, how could I hope to judge the poetry of others? Besides, afflicted with karma as I am, the raucous atmosphere you are cultivating is precisely the kind which I must avoid, as you well know. Я напоминаю, что единственное, кто из этих всех не знает, кто такой Венти, это Хутао. Я напоминаю, что Сяо знает, кто такой Венти на самом деле. Потому что, объясняю, Венти строит из себя откровенного долбоеба, простите мне мой французский, коим не является вообще ни разу. Да? То есть он строит, что я, Барт, я тут вообще не при делах, идите все в задницу. Но на самом деле, вообще-то, этот перец еще делов может наворотить. Я это уже говорил модератору, но повторюсь еще раз. С царицей просто так не ругаются. Помяните мои слова. Что-то с ним не то. Слишком уж он косит под дурачка, этот Венти. Он что-то знает. Он что-то знает. Так вот, к чему я веду? Сяо, ты прекрасно в курсе, что там будет Джунли 100%. Потому что... Чтобы Архонт камни не пропустил праздник в собственной стране, идите нахер. Соответственно, там будет 2 Архонта. Чего тебе бояться? Один из них создал твой глаз бога, второго стихия твоего глаза бога. Нахер ты боишься? Hey now, there's a first time for everything, right? We all start from itsy bitsy spider, but give it a shot and you'll be wandering lonely as a cloud in no time. Раз, два, три, четыре, пять. С рифмой с детства не дружу. And you don't even have to join us in person if you really don't want to. You can just watch the party from a nearby mountaintop and cheer us on. But at least head down and take a look first. It's right by the inn, and there's plenty of fun activities to get involved with. It can't hurt to take a quick walk and check things out. А для Хутао, как бы, Венти это не Архонт. Besides, with the renowned traveler here, what is there to fear? I'll consider it. Сяо, тебе тоже надо веселиться иногда. Дед инсайд. Связывай. It's nearly time. Why don't you all head to the venue and take a look around? Quite a few of your friends should have arrived by now. Не, позвали бы... Не, им знаете, кого надо было позвать? Я и Мика. Вот она потом устроила шоурум.
Yes, that's right. Venti and I still need to discuss the poem for the opening ceremony. So, we'll catch up with you later. Plus, our Adeptus friend might need a bit more convincing. We'll see if we can coax him down. Только давайте без кринжового рэпа, как в прошлый раз. Я очень прошу. Этого кринж-рэпа хватило в прошлый раз, окей? Gotcha. We'll be on our way then. Хотя бы рок сбацайте. Ладно, хер с вами, хотя бы попсу. Рок это прям уже совсем... Да, просьба. Так, ладно. А я не понял, они же вроде собирались отдавать за 4-звездочную пушку за ивент. Куда дели? How about that for... Yes, I think we should lead with a bang. Got it? Got it. Completely understood. Напоминаю, Венти озвучивает девушку. У меня все на этом на сегодня. Так, ну давайте узнаем, кто там у нас. Ну, по-любому там будет синий, да? Wow, it's so lively. Didn't think there'd be so many people here already. And a lot of them are familiar faces. Ну, естественно, я Let's go say лгал. hi. Так, Диона, Мика. Я вот сейчас даже вот так вот сделаю, по приколу. Well, look who's here. This poetry fest seems to have attracted talent of the highest caliber. Hey, Shincho and Chanyu are here too. I was actually heading into the mountains to train, but he accosted me on the way and dragged me here. Oh, how your words wound me. Is it not the responsibility of an exorcist of ΛЮБΟΕ to ensure that this celebration of friendship between our two nations stays free of evil spirits? Besides, this is an excellent opportunity to meet heroes who have come from far and wide. Surely, you must be curious as to how that heroine of Mondstadt was able to lift such heavy objects like they were but a feather. При условии, что у нее геоглаз бока. Тонко. Are you talking about Noelle? Yeah, she's super strong. Это очень на тоненькую. Не, на самом деле, мне пока нравится. Вот это те самые диалоги, которые мне очень сильно нравятся. Когда игра идет в самоиронию. Oh? Well, since you are so well acquainted, could Да мы we весь trouble you масштаб to знаем, introduce us чел. later? Легко. Okay, fine. But don't forget to help me with my investigation like you promised. That's the only reason I agreed to come at all. Чё, не будь такой занудой. А? Ты же душка. Не будь такой What занудой. investigation? Naturally, I could never forget such a thing. My word is my bond. Relax, dear Paimon. All will be revealed in time. Вообще он сказал расслабься, а не волнуйся. Ну ладно. Okay. Переводчикам виднее, как говорится. Я не владею языком, что ли. А, Диона сейчас опять будет на эти гундеть. Дайона! Traveler in Paimon? I didn't expect to see you here. Are you here to mix drinks? That's right. I was specially asked to attend this event on behalf of the Cat's Tail, and I'm also here as a mixologist representing the Mondstadt wine industry. Так ты же ненавидишь винную индустрию Mondstadt. Подожди. You're representing Mondstadt's wine industry? Да. Ooh, you must be hating every minute of it. Of course I hate it. But it's also a perfect chance to destroy the reputation of Mondstadt's wine business once and for all. Opportunities like this don't come around every day, you know. Huh? How do you figure that? All I need to do is add some gross ingredients to the drinks, and I can create the most disgusting concoctions imaginable. Nobody will ever buy wine from Mondstadt again. Тебя скорее уволят, чем перестанут в лоб Thinks you'll покупать. end Надо... up getting the opposite result. Humph! Just you wait! I ain't about to mess this up. Are you gonna write some poetry with us too? Poetry? I've heard plenty of bards sing in the tavern before, but I've never tried writing any myself. А ты попробуй, иногда You помогает. should join
time. Now, should I try adding oh, wait! Since we're in Liu... Фу. А прикиньте, кто-то выпьет ее коктейльчик и такой: ля, люблю острые коктейли. Are you sure that... Open your mind to all I possibilities. suppose that's true. Hey, wait a second. Mika! Noel! Oh, it's the Traveler in Paimon. Так, ну мы с вами, я напоминаю, сегодня не очень надолго. Are you here for the neighboring nation's congenial poetry gala as well? Я думаю, где-то еще час, наверное. Ну, посмотрим. You said that with a straight face? Is Paimon the only one who thinks it sounds weird? Representatives? No. Nothing fancy like that. We were sent here by the Knights of Favonius to help maintain order and set up the venue. But... I didn't really do anything useful so far. Noelle brought all these tables and chairs here from Mondstadt Как by она их herself. протащила, мне интересно. She's a Я true не в knight. смысле, что... типа, как она их подняла, она же там девочка. Нет, я не в этом смысле, ребят. Я в том смысле, что посмотрите на размер этого стола. Куда она... Как она их... В этом смысле, то есть... Oh, no, that's just not true. Your efforts were indispensable. You selected the venue, drew up the layout, and so on. Also, you're the true knight here. I'm still in training. If anything, I should be addressing you as sir. У меня одно ощущение, что Наэль рисовали с бойцов Алой Розы. Кто понимает, о чем я. Вот честно. У вас нет такого ощущения? Чат, что Наэль рисовали с бойцов Алой Розы. Вот в натуре. What? No. Please don't. Just keep calling me Mika. Why does it feel like these two could keep this up all day? Anyway, Master Jean did say that as long as we keep on top of our work, we should take a look around while we're here and get involved in the poetry gala as much as we can. But I haven't written much poetry before, so I'm not sure if I'll fit in. I actually have the same concern. Yeah, plus, you won't be alone. We're joining too. The Traveler's a really good writer, you know. Really? In that case, we'll try our best too. Вот это и мне нравится. Вот, знаете, вот мне нравится Пайман и, ну, наши ГГ, потому что они все время ходят и заряжают персов мотивацией. Что типа, ну, мы в этом участвуем, значит, у вас получится. То есть, понимаете, они... Первая половина сюжета вы получаете авторитет, вторая половина сюжета вы используете авторитет. Всегда. Genshin Impact. Perhaps the challenge of writing poetry is a rite of passage that all who wish to qualify as a knight must eventually face. Paimon wouldn't go Вот that согласен, far. я думаю, нет. But anyway, no backing out now. See you soon! Sure. Maybe you can teach me a thing or two. Oh, Попробуем. Mika beat me to it. I was gonna ask for help too. What do you think the key to a good poem is, Mika? Do you have any Что она idea? подлагивает, я не могу понять. Huh? I'm not too sure either. Что подлагивает. If I'd known we'd be doing this sooner, I would have asked Miss Lisa to recommend some books on the topic. Что за подлаги, я не понял. Другу не лагала, а тут друг залагала. Странная херня. От порыва налетевшего ветра всем на Poems and melodies wandering the wind, wafting to pastures beyond their home. Two greedy fishies struggling to swim. They ate so much that they're starting to groan. Animal crystal fly draped in gold robes, a bright little light from that glazed lantern glows. Benches pinch the rice and scoot while the boars of the forest anxiously root.
Я что-то потерял линию. Welcome, one and all, to this festival of poetry, jointly organized by ЛЮБОЕ and Mondstadt. Or, in full, the neighboring nation's congenial poetry gala. А почему, кстати... ну хотя нет, стоп. Это же было в празднике морских фонарей. Просто... А почему именно вот эти вот ребята, типа... Там же, по идее, были... Синьянь она могла позвать, с которой она рэп сочиняла. Они могли позвать Джун Ли, который мог бы стих написать, хотя он там... Мне кажется, она просто странная We're your опять. Ну ладно, hosts, допустим. ЛЮБОЕ's versemonger of the darkest alleys, Hutao. Я ничего не буду сейчас говорить. And Mondstadt's liquor-loving lyricist, Venti the Bard. Как говорится, если на вашей вечеринке нет ничего, что менее крепкое, чем 15%, не зовите туда Венти. The purpose of this event is to Ладно, promote friendly poetic шучу, я exchanges прошучу. between Я our просто two шучу. nations. So please, have fun, talk to other people, and make some new friends. У меня такое ощущение, что этот праздник сперли из Гарри Поттера. Потому что там тоже была цель укрепления дипломатических связей между школами. If you're here, you're our guest. So please enjoy this poetry fest. Вот это ты загнула, конечно, мать. Жестко. I'd also like to reassure everyone that this event welcomes people of all skill levels, from first-time rhymers to seasoned songwriters. If you ask me, the most important thing you can bring to writing poetry is authenticity. That means reaching deep down to all the thoughts and feelings you usually hide away or struggle to express, and putting them into words, just right from the heart in whatever form you like. To help everyone really cut loose and enjoy themselves to the fullest, Venti and I have carefully prepared 3 themes to be revealed over the course of 3 days. Let's get right to it. The first theme is Riddle Me This. Solving riddles, huh? Interesting. It's actually a pretty good choice for a warm-up activity. У тебя-то опыт большой со стихами, ты должен справиться. Whew. I'm glad they're not making us write sonnets or something right at the start. Does everyone see the lanterns hanging around the venue? These have been specially prepared for the riddle game. Simply write down your riddle and hang it on a lantern. Then Venti and I will select a few to pose to the crowd, and you will try to solve them. We'll now give you some time to write down and hang up your riddles. Feel free to walk around and talk with the other contestants to get the creative juices flowing. And remember, whoever guesses the most riddles correct. And with that, the neighboring nation's congenial poetry gala has officially begun. Посмотреть первую стих загадку. We couldn't cajole Adeptus Chow in the end. He said he'd take a peek from... Так, ну поехали. Что ж ты сегодня подлагиваешь-то, я не могу понять. Ну-ка завязывай, Геншин. Let's see what's on this lantern. A tender sigh for home, how far the flowers roam. A visitor asks me why, for a dream beyond the sky. Одуванчик. Okay, someone from ЛЮБОЕ definitely wrote this А one. мне кажется, одуванчик. I just read that one too. ЛЮБОЕ's poems seem pretty difficult to А что ж grasp. ты сегодня... Dreams? Sky? Is it talking about some kind of bird? So it means something like, this thing's really far from home. It's in a vast area, and it's flying really high. А Is Джаха? that it? Не, подождите, а Джаха не летает. Oh, you're amazing, Paimon! Oh, it looks like I still have a lot of learning to do. Разжевала для малолетних детей, конечно. Ну ладно, я шучу. Nothing really. Once you've spent enough time in ЛЮБОЕ, you just sort of pick up on these things. Oh, I know exactly what you mean. Back when I was out with the Grandmaster on the expedition. But back to the riddle. We still haven't actually solved it.
What could it be? Something that flies high and far. Oh, that makes me think of dandelions. Я вам говорил. Oh, that makes sense. And Mondstadters believe that dandelions can carry your feelings on the Абсолютно wind. неважно, кто это написал. Zapomните. But maybe we're missing something? It can't be that easy. After all, it's a riddle from ЛЮБОЕ. What would their equivalent of the dandelion be? If there even is Может быть, one. Селестия еще. Как вариант. What do you think, Traveler? Great. Then we'll have one answer ready to go when the game begins. Right, just like Venti said. As long as the interpretation makes sense and reflects our perception of the poem, then perhaps there are no wrong answers. Well, no matter what the real answer is, the guessing's all a part of the fun! Let's go look at the next one! Oh yes, I want to see if there's any Mondstadt-style riddles. Ну что такое? Что за фигня? This one says... Oh, this handwriting is just awful. I have 4 corners like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and Я не carefully понимаю, если baked. игра багует или это I у меня pass багует. through the lips one Я чё-то не piece at a вкуриваю. time. The more you consume, the broader your mind. Oh, wow, Paimon's drooling from that one. Is there really a food that can make you smarter? Paimon's gotta try that. Но если предположить, что разум — это мастерство стихии, даже так не подходит. Oh, Paimon. You have to look past the surface level meaning with riddles, or you'll fail to plumb their depths. Извините, ребята. Так, So have you got any ideas, Shinjo? Well, Singcho just hung that riddle up a moment ago. Oh, so this is Shincho's riddle! You know, Paimon was expecting you to write something a little more... elegant. this festival is about building friendship and mutual understanding. With so many friends from Mondstadt present, I thought I'd try writing something more accessible and less flowery, so that more people could enjoy it. Hey, not bad! So, buddy, does that mean you can tell your old pal Paimon? Not a chance. You'll have to wait for the answer to be revealed, just like Meanie! If that's how you feel, why don't you try... Maybe Paimon will! We'll see who stabs who! все, консерва обиделась. Traveler, you'll help Paimon come up with a riddle, right? Ha! At least you're nice to Paimon! Then I look forward to seeing the fruits of your literary labors. Ha! Prepare to get stumped! Что ж ты сегодня подлагиваешь-то? Я не могу понять через каждые 3 секунды. Even though Paimon... Let's start by reading a few... On 4 long legs, my slim body sits. I eat not a bite and drink not a sip. With a passionless face, I greet countless guests, whom I carry all day without needing to rest. 4 ноги, грациозная стать. Is this talking about some kind of animal? It's a chair. Huh? Diona, how did... No, of course I didn't write it. The answer just popped into my head. I'm always telling the cats in the tavern that the chairs get tired from working all the time, so they shouldn't use them to sharpen their claws. Oh, okay. So a riddle needs to have a bait and switch. Are you trying to write one? Yep, and thanks to you, Paimon's just thought of one. Maybe I should try to come up with one too. All right, Paimon's riddle is now hanging up. Diona, do you want to know the answer? Nah, no need. I don't really care about winning a prize. Oh, okay then. Well, looks like it's time to carry on with the event. We should regroup with the others.
Sure, have fun. Что за... Hey, looks like everyone's about done mingling and riddling. Gather round and look this way. Venti and I have selected several riddles from everyone's contributions, and we added a few of our own to the mix for good measure. Shortly, we'll randomly select a few to read aloud. If your riddle gets selected, remember that you have to announce the correct answer at the end. Anyone who guesses correctly gets 1 point, and if nobody guesses correctly, the writer of the riddle gets a point. Sounds fair to me. Of course, when the riddler reveals the right response, it only counts if everyone agrees that it's not too far-fetched. Это важно. That's right. Now, if there are no more questions, it's time to reveal the first riddle. Hopefully they'll draw at least some that I can get. Oh no, does only the first person to solve it get the points? Ugh. That means I have to be first to raise my hand. Please choose Paimon's riddle. Please choose Paimon's riddle. Riddle number 1. Let me see here. Ugh. This riddle is, unique, especially the handwriting. I have four corners, like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully Я понял. baked. Я допер. Baked. I pass Это through книжка. the chips, 4 lips, угла, как у one квадратного piece блина. at a time. Начинкой до краев. The То есть more знаниями, you- отведай меня, то есть прочти. Consume! Как Consume! Consume! The broader your... They drew sh- Better answer as quickly as you can. You don't want someone else beating you to. You! Oh, brat! It's, Even without the author coming forward. And while I'm no expert in exotic dishes, if I'm not mistaken... But eating pizza... Okay, Paimon admits she Maybe it's some other kind of food. No. Riddles are never... If Paimon had known it was gonna be this tough, she'd have read more books in her time. What is it? Have you got it? Huh? Oh, gotcha! Bucks! The answer is bucks! Yeah! That was quicker than I expected. I was quite proud of that one. Это какая-то Oh, херня. it appears the riddle writer has announced the answer. Okay, 1 point to Paimon. Huh? So the answer was books? Oh, how did I not get that? Come on, Mika. Concentrate. We're awesome at this! Oh, what Paimon meant to say was that you're awesome at this. Thanks for the point, Traveler. On to riddle number 2. I gotta get in there first this time. High above the wispy clouds, amidst the gloomy snow-filled shroud, standing alone on an icy stage, beneath it every lowly sage. Looks like a poem from Liyue. На вершине укрытой пеленой облаков среди белых пустынных холодных снегов я стою одиноко и смотрю свысока на мудреца, богача, бедняка. На вершине укрытой пеленой облаков среди белых пустынных холодных снегов. И Квиндрагира? Друзья, кто такой мудрец, богаче, бедняк? А, стоп, архонты. Если предположить, что бедняк это Венти, богач это Джунли, а мудрец это Нахида, то получается, что у этой загадки ответ это Пиквиндрагира. Oh, it's... I got it! Ну, драконий хребет. Looks like those two have some ideas. Mika, please go ahead. As a full No, how... my answer isn't necessarily correct. Besides, it's first come, first served, and you beat me to it. Логично. No, I didn't. You were just before me. How gracious and considerate our fellow competitors are towards each other. A wonderful sight to see. How about both
both of you say your answer at the same time. If you're both right, you'll each get a point. Oops, I didn't realize we'd made such a scene. Oh, crud. I guess we dragged that out a bit. So, Noelle, what do you say? Yes, let's. Our answer is... Cecilia! Oh, that certainly sounds like a good candidate for the correct answer. A flower that blooms on the highest peaks and known for its exquisite beauty. The Cecilia is held by many Mondstadters to be the true wind bloom. Although, since the writer hasn't yet come forward to announce the answer, this probably wasn't the answer they were looking for. Sorry. Any other answers? Oh, I can't believe I was wrong. Is the answer Genshin? The poem does evoke a strong sense of quiet, proud solitude in a high place. Correct. I wrote this one. Genshin is the right answer. No! Shinjo got it before Paimon could. Так, счет 2-1 в пользу Паймон. Окей. However, after listening to the host's description, I do remember reading about Cecilia flowers in a book once. Ладно, They неважно. definitely fit the description of a pure flower чё у тебя с standing глазами? proudly Подожди, and а чё у тебя с alone on глазами? high. Ты из Фонтейна, что ли? А, ну да, So, ты, походу, из I'd Фонтейна. like to approve the answer from our two friends from Mondstadt as well. Really? Oh, thank you so much. Well, since even the Riddler themselves agrees, all three contestants earn a point each. Darn it! Shinjo's caught up to Paimon already. Yeah, you're probably right. Moving now to our third riddle. Huh? Why is the handwriting so... floaty? По-любому загадка Паймон. What's got no wings but flies in the air, never gets tired of floating up there. So full of mora it comes out the nose, but in the sea, glug glug glug, down it goes. Паймон. That's Paimon's. They picked Paimon's riddle. Yay! Это сама Паймон. What is it? Why isn't anyone guessing? That's not quite it. More like... it's... What? No way! Well, go on then. Tell us the answer. The answer is Paimon. What? It's Paimon. I was actually gonna say Paimon too. Me too. No! You're all completely wrong! Paimon, do you have wings behind your back? No. You're always floating, but you never seem to get tired of it. And Paimon has a very healthy appetite, which must cost the traveler a lot of mora and meal expenses. Паймон, ты спалилась. I've heard from the senior knights that the Traveler rescued Paimon by fishing her out of the sea. So, that means Paimon Просто can't вскрыли swim. начало So if she игры. fell in the sea, then... Спустя 3 года. Glug, glug, glug. Wait. Now Paimon's doubting herself. What would... No! You're all wrong. The answer to Paimon... Is that so? I still... In fact, if we just added 2 more... Huh? What? The Traveler's Companion and Talkative Guide. A praiseworthy presence always by their side. Aw, do you mean it? Can we really... You think so too? Okay, then Paimon would like to announce that the correct answer to the riddle is the widely adored Paimon! Great! And with that, the widely adored Paimon has gifted a point each to everyone who answered just now. Вы веселитесь и разгадываете загадки. Время летит незаметно. Guessing riddles is a lot of fun. And even though Paimon didn't manage to beat Shinjo, Paimon still feels like she got a Синси, знаешь, какой little опыт? smarter. Oh, didn't Changyu mention he was investigating something before? Let's go ask him about it. То есть, как бы... Почему оно подлагивает? Какого хрена? Hey, you two! Oh? Hi, Paimon. You know, for a moment there, I was worried I might lose to you. Oh, are you collecting your prize right now?
I am indeed. Привет. Though, Hi. if you really want it, I'd be more than happy to give it to you. Seriously? Wow, what is it? A most generous donation by yours truly as director of the Wangsheng Funeral Parlor. Namely, a buy one, get one free coupon for our high-end customized service Я не знаю, package. почему он It's a сегодня pleasant лагает. surprise to learn you're so interested in it, Paimon. С этим надо будет позже. Nope, nuh-uh, no thank you, hard pass, you can keep it. Are you sure? In that case, I'll gladly take it. Here you are. Now remember, this package comes with our anytime, anywhere, on-demand collection service. Just give us a call and we'll be right there. With any luck, we'll still show up even if you're unable to call. So, to what do we owe the honor, Paimon? Что за расследование, чувак? Рассказывай. What do you mean we? Changyun's the one Paimon's looking for, not you. Wasn't he saying something about needing help? Oh, yeah. That. How about I put it in riddle form? Huh? Isn't the competition over? 'Twas like a demon not demonic, or devil devoid of the diabolic. Afar it floated free above the ground, but when approached, though sought, naught could be found. Призрак? Sounds to me like you encountered a ghastly little ghosty in the wild. Perhaps I should just explain it. Basically, while I was training this morning, I suddenly caught sight of a non-human entity. It was floating in the air without any kind of external aid, and its body was almost transparent. At first I thought I'd finally encountered a demon that wasn't repelled by my pure yang spirit, and immediately prepared to exorcise it. But none of my methods had any effect on it. And when I went to try and get a closer look at it and tried to ascertain what I was dealing with, it disappeared into thin air. You're sure it's not a ghost or spirit of some kind? Quite sure. I could sense that it had a physical body, and if it were a spirit, I'm sure it would have been scared away long before I saw it. It's all my fault. I got overexcited, and in my haste, I didn't ascertain its true nature before taking action. Thinking back on it, if it wasn't an evil spirit, maybe I offended some kind of adeptus, or illuminated beast. You shouldn't blame yourself. It was something you'd never seen before. Anyone else would have reacted the same way. Мне очень сильно понравился момент, когда начали рассказывать загадку Паймон. Да-да-да-да-да. Кстати, да. Не, на самом деле, я вам так скажу. Загадка Паймон, она... идея загадать саму себя, это, конечно, прекрасно. Но здесь нужно было бы что-то такое из серии... Она была везде, Сумеру и в воде. Она бежала под дождем. Она была под тучами. И никак... Одну ее не видели. Но по земле она не ходит. То есть что-нибудь вот такого плана. Потому что, ну... Как бы... То есть, в чем суть загадки? Загадки суть в том, что должно быть какое-то ложное ответвление, которое приводит к неправильному ответу всегда. То есть, и тебе нужно избежать этих ложных ответвлений, разбирая правильное ответвление. А Паймон, грубо говоря, оставил только правильные ответвления. Поэтому чисто технически, если уж душнить начинать, может, душнило снова с вами, загадка, ну, уровня, конечно, первоклассника, но это смешно. Еще когда она и Мика одновременно сказали свой ответ на загадку. Это, кстати, тоже, да, такой момент клевый. Besides, we're making up for it now by doing our best to find out the truth. Any thoughts, Venti? Have you managed to untangle Chongyun's twisted tail? Why don't you take a guess first, Tutal? Oh, that means you have. I can't be absolutely certain, but I'm reasonably sure it's not what Liyue would call an evil spirit or demon.
So whatever it is, it's not dangerous. How about this? We can incorporate a search element into tomorrow's poetry activity. Oh, does that mean we get to play outside while we write poetry? Close, but no. Good ideas could just pop into your head out of thin air, but if you ask me, everyone should relax tonight and get a good rest before tomorrow. You say that, but your gaze keeps drifting over towards the wine stand. Она его раскусила. Так, я не понимаю, почему у меня игра лагает. Какого хрена? Что за подлаги? Их не было. Гляньте на это. Ну что, давайте смотреть, что все-таки за игры нам с вами подготовила игра. Венти пошел хлебать. Seeing my friends having such a lively discussion, of course I promised Hu-Tao I'd behave and do my job as a good host. But I really am parched from... And you know what the best part is? Wine is to the poet's tongue as ink to his pen. So, two birds with... Ну, почему эти подлаги, какие-то микролаги происходят, я не знаю. Возможно, это из-за локации, из-за новой. На старых локациях это тоже происходит. Непонятно, почему он подлагивает. Что раньше он не подлагивал. Я, честно, я не знаю. Какой у тебя любимый персонаж? Йоиме. Здесь я не буду ничего юлить. Йоиме. Что такое с игрой? Алло, игра. Что сегодня с ФПСом? Что с тобой не так? Слушайте, может перезайти надо? Сейчас подождите, дайте-ка я перезайду. Что ли надо перезайти? Я просто искренне не понимаю, почему игра протупливает. Кадзуха? А с чем у тебя Кадзуха бегает, кстати? Так, опять какие-то микролаги. Да что ж такое-то? Ну, как это понимаешь? Ладно, видимо, я тогда не донатил. Нет, я в чистый фри-то-плейщик. Наступит переломный момент, это вдохновение вырвется наружу единым потоком, превращаясь в чудесные стихи. Или картину, или что-то еще. Разве из этого тоже можно сделать игру? Ха-ха, конечно, разобраться в создании стихов очень просто. К счастью, в Масштате оказалось немало господ, умеющих делать настольные игры, которые заинтересовались моей идеей. Извините. Мы как следует все обдумали и совместными усилиями создали эту прекрасную игру. Прорыв вдохновения. Если интересно, можете сыграть.
Кто знает, вдруг благодаря этому вы научитесь создавать настоящие стихи. Допустим. Так, это боевой, да? Поехали дальше. Поиск творческих перспектив. Почему он лагает, я не понимаю. Обнова, что ли? А, вот она. Итак, песня необъятной лазури. Катализатор восстановления на восстанову. Не донателла. Ой, не донатила. Да я понял. Лазурные небеса. В течение 6 секунд после попадания обычной или заряженной атаки по противнику урон обычной атаки повысится на 8%, а эффект заряженной атаки на 6%. Эффект может складываться до 3 раз и возникать один раз в 0,3 секунды. Одуванчик закладка — это материал пробуждение. Чтобы получить полностью, нужно 1000. Ажиотаж фестиваля, то есть как и раньше, в принципе. Мои коллеги часто вас горели, мне было интересно, присоединитесь ли вы к нам. Вот и мне. И впрямь повезло вас здесь встретить. Это честь для меня. Мне много нужно вам рассказать, но для начала позвольте представиться. Меня зовут Бартоло, я художник. Наверняка с живописью вы знакомы не понаслышке, да? Однако помимо написания, я также занимаюсь и реставрацией картин. Что бы ни случилось с картиной, пожар, грызуны, плесень, в моих руках она засверкает первозданной красотой. Рисуешь картину заново? Ха-ха, нет. Если просто написать картину заново, то это будет обычная копия. Мы же, реставраторы, возвращаем произведение искусства в его изначальное состояние. Важна каждая деталь, от красок до мазков кисти. Даже материал холста должен быть точно таким же, как оригинал. Именно, реставрация требует выдающихся художественных навыков и умения тонко чувствовать картины. Собственно, поэтому я никак не могу найти себе помощника. Если уж у художника есть и навыки, и чутье, зачем ему помогать восстанавливать картины, если он может просто рисовать свое? Говорю уже о том, что эта работа не слишком хорошо оплачивается, а люди часто думают о нас как о кучке бездарных подражателей. Но ведь кто-то должен этим заниматься, верно? Живопись сама по себе драгоценна, выдающаяся картина — это история, это живые эмоции и коммерческая ценность для рынка. Чтобы другие не думали, как художник, я не могу безучастно смотреть, как эти картины гибнут понапрасну. Однако, как я и говорил, работа эта неприбыльная, и другие ее не понимают. Как я не пытался найти помощников, я по-прежнему вынужден выполнять ее в одиночку. Я приехал сюда, чтобы рассказать о своей работе и привлечь больше людей. Но помощников я так и не нашел, а вот запросов на реставрацию картин получил уже порядочно. Эти картины из масштаба Илья, на них изображены пейзажи, люди, звери. Есть даже детские рисунки с силовыми мелками. Из этих рисунок берешься. Технически тоже произведение изображения искусства, а значит, подлежат реставрации. Кроме того, эти рисунки ведь несут в себе помыслы нарисовавших их детей. Вдруг это их первый шаг на пути художника. Могу понять, почему их родили, если рисунки мне на реставрацию. Я? Да, ну так, весьма поверхностно. Мне придется улицу видно. Могу ли я попросить вас о помощи? Сами ведь я здесь всем один, а для реставрации нужно, чтобы кто-то снял мне несколько кадров. А, да, помимо съемок округи, мне также нужно узнать и другие моменты, связанные с картиной. Например, как выглядит пейзаж картины в год, когда она была завершена, и что они за животные. К счастью, картины, которые мне заказали реставрировать в этот раз, были описаны не так давно. Пейзаж вряд ли успел сильно измениться. Я как раз собирался заняться съемкой, но вы же понимаете, вокруг довольно опасно, я в жизни не держал ничего тяжелее кисти. Куда мне? Так что я хотел бы попросить вас заняться этим вместо меня. Не переживайте, я все для вас подготовил. Я уже раньше так делал, когда просил других помочь мне со съемкой. Смотрите, это снимок картины, которую нужно реставрировать. Я уже отметил на нем ключевой элемент. Выбирайте нужное место и сфотографируйте эти элементы пейзажа. Вот и все. Лишь погрузившись в картину до конца, вы сможете прожить весь процесс ее создания во время съемок. Эскиз, набросок, наложение красок, проработка деталей. Да, вы правы. Как по мне, искусство — это и есть своего рода галлюцинация. Роль художника — точно уловить эту галлюцинацию во всех подробностях и явить ее остальным.
Поверьте, стоит вам как следует рассмотреть картины, что я вам дал, и вы погрузите собственную, ими художественную галлюцинацию. В общем, припоручаю это вам. А я пока займусь дальнейшей реставрацией. Следующая картина. Достигнув точки обзора, необходимо выбрать одну из 3 картин, соответствующую текущей точке обзора, и приступить к поиску недостающих элементов пейзажа. Выбрав картину, перемещайте камеру так, чтобы картина совпала с текущим видом, и ищите недостающие элементы пейзажа. Как только вы их найдете, вы сможете запечатлить их. На каждом изображении будет не хватать 2-3 элементов пейзажа. Может понадобиться несколько попыток настройки угла обзора, чтобы запечатлеть. После того, как вы запечатлите все элементы пейзажа, отсутствующие части картины заполнятся. Так, мы познакомились со вторым чуваком. И давайте теперь у нас будет третий чувак. Я без понятия, почему он подлагивает, если что. Вот так должно быть не слишком сложно. Что ты делаешь? Я подготовил всю длину игры. Вы слышали про обряд бросков на 100 шагов? Нужно во что-нибудь обрядиться, а потом издалека кидаться приветами? Вы очень проницательны в каком-то смысле. Ухватили саму суть игры. Да, вам действительно надо совершать броски, но у слова обряд здесь немного иное значение. Правила я вычитал в одной древней книге. Позвольте мне объяснить. По традиции участники игры садятся на пол, что является частью обряда. Нужно сесть спокойно и поддерживать особый позу. Я бы вам показал, но здесь нет подходящей подушки на пол. Сев, игроки в такт особой музыки закидывают дротики в стоящий в отдалении сосуд. Дротики имеют особое имя, значение в зависимости от того, каким образом они попадают в сосуд. Например, первый попавший дротик — это открывающий. Если второй попадет в сосуд, он последующий. Дротик попадает в ушко сосуда, его зовут оглушающий. А если дротик попал в сосуд, но выскочил из него после, он вернувшийся. И он вам не нужно все это запоминать. Это больше для меня. В общем, вам главное запомнить вот что. Чем больше дротиков вы забросите в тот сосуд за ограниченное время, тем лучше. И остальное вы предоставьте мне. Ну, в той книге изначально тоже было написано, что побеждает тот, кто забросит больше дротиков в сосуд. Что же до того, что проигравшие должны выпивать сейчас стихи и прочее, я же не могу заставить игроков сесть за стихи после проигрыша. Это как-то сложновато, правда? Неважно. Площадку я уже почти подготовил. Сосуды вон там, а дротики я сейчас принесу. Если интересно, можете попробовать уже сейчас. В обряде бросков на 100 шагов игрокам предстоит надать дротики в горшке. Очки даются за попадание в любую часть сосуда. Удерживание кнопки броска позволяет прицелиться. Впустить кнопку, чтобы вернуть дротик. Пройти как можно больше горшков за отвлеченное время, чтобы на практически испытание завершится, когда истечет время, или на поле испытания не останется горшков. Ага. Так, хорошо. Горшочки. Так, ну что, мы с вами познакомились с игрой. У нас она полностью открывается. Смотрите, первая откроется через 5 дней. Вторая тоже через 5 дней. Третья тоже через 5 дней. Ну, давайте попробуем дрочить. Давай попробуем. Ну, давайте в одиночку. Размещение горшков. Это обычные горшки вместилища. Попадание по такому горшку приносит 25 очков. За попадание в горшок ловкач, особый горшок организаторов, дается 25 очков. Некоторое время после этого вы сможете выпускать дротики без остановки, зажав кнопку броска. Церемониальное кольцо особый предмет, созданный организатором. Если дротик попадет по горшку вместилищу, пройдя сквозь церемониальное кольцо, получит двойное количество очков. Кольцо исчезает через некоторое время после появления. Surely I should be due a growth spurt by now. Ага. Навесом, да? Ну, допустим. Что опять не так? Я не могу понять. Палку что стараешь.
А, можно просто зажать вот так. Не знаю, почему подлагивает. Сейчас закончим испытание, и я думаю, что мы с вами на сегодня закончим стрим, потому что сами понимаете. Все. Испытание завершено. 925 баллов. Это, походу, максимум баллов. Ну, первое испытание, оно всегда простое. Вот боевыми я не хочу, честно скажу, заниматься, да? Честно, я не хочу заниматься боевыми. Просто тупо не хочу. Но 70 примагемов. А у нас поменялись баннеры, у меня вопрос. А баннеры не менялись, да, еще? Угу. И баннеры еще не поменялись. Ладно. Так, проверка. Вион. Допустим. Что? Ну, С1. Это С1, друзья мои. Неожиданно. Я не буду говорить, что я расстроен, потому что, по-моему, это было раннее сейчас. То, что вы сейчас увидели, это, по-моему, раннее, друзья мои. Но скриншотик, конечно, сейчас пойдет куда надо. Сами понимаете. Принтскрин. Так, сейчас я себе это сохраню. Сейчас, секунду. Я, понимаете, я сейчас сидел с серьезными вещами, я сейчас думал, что это... Неужели на Вилет летит? Куда? А зачем? Он мне не нужен. Чича просто меня спасла. На самом деле я расстроен только по одной причине. Это не Джин и не Мона. Потому что у меня ситуация. У меня есть Тигнари, Делюк, КЦН, Чича, С1. Короче, давайте так. У меня нет Дехи, у меня нет Моны, у меня нет Джин. И, по-моему, все.
Ну, я имею в виду стандартных лек, естественно. То есть все остальные у меня есть. C1. А подождите, а это с какая крутка-то вообще сейчас была? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Сорок 1,42, там было 6. То есть это 50-е, это ранний гарант. Угу. Это знаете почему? Хорошо, кстати. Потому что у меня есть гарант. И вот теперь мне нет смысла крутить баннер. Потому что теперь я получу ту легу, которую хочу. А там следующим будет Венти. С одной стороны. С другой стороны, когда я крутил последний раз Венти, мне выпал Тигнариум. Поэтому тут, возможно, тоже варианты. Ну, ладно. Давайте на этом будем заканчивать. Сейчас я только избавлю вас от вот этой вот милой надписи. Сболтать, но не мурлыкать. Нормальное название. Когда вестник стужи попадает по цели, помеченной талисманов. Чё? Дича восстанавливает 2 энергии. Ну, допустим. Спасибо всем, кто был. Как-то так. Простите за лаги, я правда не знаю, что это. Я вот буквально обновлял драйвера NVIDIA. Буквально вот вчера скачал Lost Ark. Я не знаю, что это может быть. Почему такие лаги? Это может быть локация, это может быть сама игра, это может быть взлетели небольшие настройки OBS-ки. Фиг знает вообще, что это может быть. Вот. Поэтому еще раз говорю, простите, что оно лагало. Спасибо всем, кто был. Огромное спасибо всем, кто был от начала до конца. Канал Арсус Мезутал. Увидимся завтра 100%, если будет стрим, это Форца, потому что я обещал ее еще во вторник, но еще раз повторюсь, из-за SSD-шника ее не было. Пишите в комментариях, что думаете насчет стрима, что думаете насчет выпавшей чичи на 50-ю плюс-минус крутку.